Привет, дорогие подписчики моего канала, с вами как всегда iBeast, и сегодня я должен был вам показать классный ролик про Баргест. Так как было голосование, все проголосовали, конечно же, в пользу Баргеста. На самом деле я тоже склоняюсь к нему, потому что он, на мой взгляд, куда все-таки интереснее, чем Nightmare. Но учитывая то, что рапидки сейчас слегка забагованы, об этом вы можете прочитать на Reddit, также можете чекнуть это в паблике, я выкладывал ссылки. Правда, не знаю, как на этой неделе, но на прошлой неделе они точно некорректно работали, и, честно, я так и не нашел информации, починили их или нет. Вследствие чего роуминг у нас будет, увы, на Nightmare, но, скажем так, чтобы вам было интересно смотреть, я слегка перелопатил Nightmare, сделал его более интересным как для вас, так и для себя. Я запихал в него все активные медслоты, которых у Nightmare просто неимоверное количество, чем создал себе кучу нехилого геморроя. На видео, я думаю, вы заметите, как с некой периодичностью я забываю включать тот или иной модуль. Ну и, собственно, подобный микроменеджмент, который, увы, не получилось у меня сделать на должном уровне, все-таки будет куда интереснее смотреть, чем какие-нибудь горемычные 4 медслота. Ну, собственно, давайте мы не будем шибко затягивать со всем этим и уже будем переходить к нашему видео. Не буду в этот раз я долго рассказывать вам о том, как я получил этот бой. Все на самом деле произошло довольно быстро. Я зашел в систему, нашел два кембящих гнозиса, приварпал на них, покрутился, пострелял. Они быстренько перепрыгнули на другие кораблики. Я же в свою очередь запрыгнул в Dead Space, то есть в какой-то комплекс. Неважно какой, это на самом деле был комплекс для Т1 фрегатов, но это мало интересовало что меня, что местных. Так что буквально через несколько минут они уже насумонились ко мне, к слову, да. В этом же плексе стояли мои бонусы. Для тех, кто не в курсе, как прятать бонусника в плексах, расскажу. Вы находите Combat Plex. В принципе, можно также пользоваться и FV-шными елками, но FV-шная елка может неожиданно пропасть. Плекс же так неожиданно не пропадает. Вы приварпываете бонусником 100 километров, включаете МВД и отапливаете за грид комплекса. Как только вы оказываетесь за гридом комплекса, вы встаете куда-нибудь в разгон и выключаете свое МВД. Тем самым при попытке на вас наварпать, вы пресекаете возможность противника выйти на вас в ноль. То есть противник, как только вас насканет, прожмет на вас варп, он будет всегда приходить на разгонные ворота, а не к вам. Учитывая то, что вы находитесь в соседнем гриде, он не будет вас видеть и, скорее всего, будет недоумевать, что же произошло. И, к слову, в данном бою бонусы у меня как раз таки стояли за гридом, так что абсолютно весь бой меня сканили, но я и близко не отвлекался на комбаты, потому что понимал, что противник никак не сможет выйти на мои бонусы. Ну что ж, как я вам уже говорил, я сел в плексе, оттопил от разгонных ворот слегка, и как мы видим, бой у нас начинается с того, что в грид приварпывает свипуль. Собственно, рассказывать здесь толком нечего, как вы видите, я подпустил его поближе. У меня АБ, поэтому если даже он меня заскрамбит, то ничего страшного не произойдет. Посадил на сетку, посадил на нейтрик и добил. Я было думал, так как бонусник арморный, хотел остановиться на арморе, да, подержать его, но оказалось, что он шилдовый и попросту лопнул за один выстрел. Приварпали здесь Анейрос, Легион и Каракал. Естественно, очень интересует меня Анейрос, потому что логиста надо убить, иначе он попросту будет выкачивать все эти кораблики очень-очень легко. Поэтому, как вы видите, я сейчас двигаюсь не в сторону крузачков, а в сторону Анейроса. Плюс я мониторю скорость корабликов. Если она будет очень шустрая, я начну уже двигаться от них. Но вижу я, что Легион крайне медлительный. Да, есть шустрый Каракал, но это же Каракал. Что он мне сделает? Топлю к Анейросу, кидаю дис, потихонечку расстреливаюсь я в Каракал и потихонечку мониторю за тем, что же еще приварпает. Потому что должен прийти флит Темпест, и надо в идеале располагаться так, чтобы в ноль к нам он не прискакал. Здесь я кидаю нейтрик на Анейроса, даю сетку, переключаюсь на мультики, пробую с перегрева его снести, но да, видим, я не попадаю, но совсем, потому что Анейрос АБшный, очень тяжело против него выстроиться грамотно. Пытаюсь я здесь, как вы видите, все-таки попасть по нему, вернее, как пытаюсь, я уже скорее двигаюсь от ганга, который натапливает на меня, понимаю я, что Анейроса я, скорее всего, не убью, но пока это единственная цель, в которую стоит стрелять, потому что все остальные кораблики выкачиваются этим самым Анейросом, а Каракал находится очень далеко, вследствие чего я не могу
попытаться его убить. Здесь уже к нам клосс подтапливается старта, и я потихонечку планирую переключаться на нее. Думаю я, что это дуал репа старта, и как мы видим, заряжаю камфлаги, нагреваю их, кидаю хэви нейтрик и надеюсь на то, что я просто в перегреве ее всквозь откачку снесу. Но видим, да, что армор тикнул, репает Анейрос, и это у нас, увы, пассивная старта, то есть нет никакой возможности ее убить. Сейчас скинул на нее сеточку. Пытаюсь я все-таки пострелять по ней в перегреве, но толку от этого ровно 0. Анейрос, естественно, ее выкачает. Не знаю я, что здесь делать. Вижу, что Астарта осталась, Анейрос остался, а все остальные ребята, видимо, пошли в реварп, либо пошли пересаживаться на другие кораблики. Так что решил я потихонечку придерживать Астарту и расстреливаться по Анейросу. Оптимал у меня 50 километров, Анейрос сейчас в 70, но, как мы видим, лазеры даже на фоллофе весьма неожиданно не кисло так заезжают по Анейросу, ну как не кисло, по крайней мере дамажат его, что уже есть хорошо. Видим мы, что сейчас в 90 километров приземлился Темпест, это дистанция его МЖД, вследствие чего мне нужно вести себя чуть осторожнее, то есть быть более подвижным на случай, если Темпест приземлится к нам в 0, надо будет очень-очень быстро выскочить, потому что 2 хэви нейтрика, возможно, приличное количество сеток, и это все для нас очень плохо. Сейчас мы видим, что Анейрос подъезжает ближе, и мне удалось по нему несколько раз хитануть своими лазерами. Двигаюсь я в сторону Анейроса, но прикидываю, что да, действительно, сейчас можно перехватить Анейроса, но непонятно, что планирую делать эти ребята, и не хочу я перехватывать Анейрос, предпочитаю держать Астарту, потому что пока Астарта на поле боя, ребята никуда не отварпают. Кидаю сетку на Анейрос, нейтрю и готовлюсь перезаряжаться на мультики. Достал я наконец акалитов, которые томились у меня в дронбее, перезарядился на мультики, пытаюсь в перегреве снести, но опять не попадаю, потому что все-таки надо выстроиться. Сейчас мы видим, что я пытаюсь топить как бы параллельно, тем самым заставить наконец уже мой Найтмар попадать в Анейрос. И видим, да, что пошли первые хиты, половина армора, и, наверное, стоило бы здесь положить на него поинт, но я все-таки предпочитаю держать Астарту. Я думаю, многие могут сказать что-то в стиле: о, почему ты не въехал к Астарте, не дал ей скрибок, ведь у тебя 2 поинта, но я не знаю, сколько сеток на этой Астарте, поэтому решил я не рисковать. Плюс мы видим, что Темпест МЖДшнулся, но сделал это как-то странно. Мне все-таки казалось не то чтобы странно, как-то не знаю. По-моему, он был в 100 километрах, я честно не шибко смотрел уже в момент, пока пытался выстроиться относительно Анейроса, но мне кажется, он мог попасть ко мне ближе, но прилетел в 30 километров. Пилю я Астарту потихонечку, видимо, что сейчас ее логист не качает, но течет она очень и очень плохо. Еду я чуть в сторону Темпеста, но сейчас начинаю потихонечку отворачивать от него, элементарно для того, чтобы не попасть под 2 хэви нейтрика, которые могут быть у Темпеста. Летает на меня сейчас пачка джам-дронов, я слегка отдаляюсь от Астарты, поэтому, дабы не терять свой дамаг, я перезаряжаюсь уже на скорчи, потому что оптимал у камфлага всего 20 километров. И замечаю Локи. Локи мне дико не нравится, потому что, ну, в принципе, прямая контра на Найтмару — это, конечно же, сетки. Увы, поэтому Локи для меня довольно сильный противник, и я решаю все-таки ради интереса поковырять уже Локи. Вроде бы Астарта придерживается дизом, вроде бы движется в сторону меня, в сторону нее я уже двигаться не могу, потому что элементарно попаду под Локи, плюс еще и падаю в джам. Так что сейчас я решаю просто оттопить от противника и посмотреть, что будет дальше. Держать кого-то в берсерк моде я часто не хочу. Кстати, вот видите, что как только упал поинт со старта, она мгновенно отварпала. О чем я и говорил, что если бы мы перехватили Анейрос, то, естественно, мы бы его убили, но, скорее всего, другие корабли как раз-таки отварпали бы из грида. Ну что ж, выпал я из джама, и сейчас потихонечку лочу цели, которые на меня набегают. Вижу, что там бежит каракал, плюс еще лочу джам-дронов, от них нужно потихонечку избавляться. Буду делать я это своими смолл-дронами. Локи вроде бы топит к нам, не собирается убегать, поэтому не волнуюсь я о том, что он убежит, и не врываю сейчас ни на кого с поинтом. Потихонечку вырывается каракал, и я пытаюсь его снести в перегреве в надежде, что он тонкий. Но, как мы видим, что каракал ни разу не тонкий. Конечно же, я все-таки пытаюсь это сделать в перегреве, раздамажу его со скорчей, начинаю двигаться уже дальше. То есть выпадаю сейчас я за свой оптимал от каракала, потому что бежит на меня Локи, скоро оно меня сможет сетковать. Правда, я пока не понимаю, почему оно до сих пор меня не лочит. Скорее всего, это какое-то второе окно. И так как дамажить Локи отчасти бессмысленно, потому что 90% EM резист, все дела, я начинаю потихонечку пытаться разбираться с легионом. Кидаю я поинт на Локи и уже пытаюсь придерживать его поинтом, видя, что Локи как-то не проявляет никакой активности.
как-то уже держаться около него на дистанции негретого диза. Видимо, что я сейчас опрочу Локи, держу уже негретый диз и потихонечку раздамаживаю легион. Если он захочет ко мне все-таки въехать, то когда он около меня окажется, у него будет уже все плохо. И легион, естественно, въезжать к нам не будет. Сейчас он получит несколько хитов по армору и отварпает. Ну что ж, остаемся мы наедине с Локи. Это Dead Space, ребят. Здесь на меня реварпать нельзя. Нейрос пришел очень далеко от Локи. И я думаю, что я, наверное, успею его сейчас с легкостью запилить. Сажаю его на сетку, он почему-то до сих пор меня не лочит. Кидаю нейтрик, держу его негретой сеткой, потому что миды у меня слегка сожжены. Не стоит долго греть свои модули. Перезаряжаюсь на камфлаге и стараюсь находиться строго перед Локи, чтобы он топил нам спину. В таком случае я буду с легкостью по нему попадать. Кидаю я хэви нитрик, вижу, что до сих пор нету сеток. И видимо, да, что было 2 цикла, то есть это, судя по всему, какой-то дуал реп Локи с 2 плитками. Это, конечно же, очень плохо, потому что как-никак дамажим по нему крайне хреново. А учитывая все это, скорее всего, шансов у нас убить не так много будет. Я сейчас греюсь, потому что камфлаги в перегреве это, конечно же, больше 1000 ДПС, это довольно много, но учитывая 90% EM резист, этого недостаточно. Видимо, что почти Локи умирает, но 2 реп кому хватает, чтобы откачиваться. Пытаюсь я нейтрить еще его и смоловым нейтриком, медовым нейтриком, чтобы как можно меньше капа у него было на репке, но это мне не помогает. Довольно не кисло я его сейчас пробиваю, но как-то в один момент он откачивается от нас. Момент, пожалуй, связан с тем, что я начинаю промахиваться. Довольно близкая, небольшая дистанция между нами, плюс мы видим, что Локи сейчас начинает ехать чуть-чуть в сторону. Небольшая дистанция, потому что я пытаюсь его контролировать еще и медовым нейтриком. Пытаюсь я здесь греть нейтрики, но это не помогает нам. Плюс чуть позже я перезаряжу скрипт на трекинг, конечно же, надо было сделать это раньше, но как-то я пытался максимально плотно следить за дистанцией и не задумывался о том, что скрипт мне может как-то помочь в данной ситуации. Понимаю, что я промахиваюсь по Локи, я перехожу на мультики, перезаряжаются они, конечно, как-то туго, не знаю, с чем это связано. И пытаюсь уже греть не пушки, а именно хэви нейтрик. Возможно, как-то, не знаю, сможем высушить противника, и у него просто не будет капа на активацию репок. Но, как я уже говорил и повторял, с этим Локи мне, увы, ничего не сделать. Уж очень это неприятно для меня шип в силу своих резистов. Пробую я здесь греть нейтрики, пробую подкидывать медовый нейтрик, но толку от этого никакого. И тем временем Нейрос у нас все ближе и ближе. Он, конечно же, АБшный, но учитывая то, что мы двигаемся не так шустро, конечно же, вскоре он въедет под Локи и откачает его. Ради интереса уже, наверное, попросту от нечего делать, я здесь призадумался положить на него скрамблер. Не знаю, возможно, это какой-то очень сильно плитованный Локи, который едет на МВД, а вовсе не на АБ, но, судя по всему, это, скорее всего, АБ. Но ради интереса я тут решил кинуть на него скрибок. Вдруг не повезет, кидаю скрибок и вижу, что скорость не меняется. Так что, увы, это у нас АБшный Локи, судя по всему, какой-то стейман АБшный плитованный, потому что довольно тяжело по нему попадать. И видим, да, что Нейрос уже очень близко, Локи репается, даже учитывая наши неплохие попадания, по нему убить мы его не можем. И надо, наверное, что-нибудь предпринимать. В грид у нас прилетел сейчас Темпест, это, ребят, флит Темпест, это не обычный Темпест, увы, у меня колоночка тип не полностью видна. Прилетела также Астарта и прилетела, ребят, Мочалка. Мочалка это, конечно же, очень классно. Учитывая то, что на Локи у нас был только скрибок, я решаю не МЖДшиться на логиста, как я это люблю делать, а просто с покерфейсом прокатиться всквозь Локи. Пусть он меня скрамбит, он ничем не угрожает мне. Ничем. Подкатываюсь я сейчас к Нейросу, чтобы наконец отогнать его, потому что в принципе я могу здесь пытаться удерживать и Нейрос, и Локи одновременно, если у меня получится, если Локи будет все так же висеть у меня в клазе. Чем я сейчас и планирую заняться. Расстреливаю я Нейрос, он бежит на меня, это позволяет мне неплохо по нему попадать, плюс сейчас он уже въедет в 20 километров, и это говорит о том, что я смогу перезарядиться на мультике. Увы, отскочил я сейчас далеко от Локи, не могу придерживать я Локи скрамблером. Перезаряжаюсь потихонечку на мультики, отнейтрил Нейрос. Нейтрить, конечно же, очень тяжело, потому что это все-таки логисты, я подозреваю, там есть как бустер. Но, тем не менее, возможно, это хотя бы на секунду выключит ему АБшку. Но не очень это
попадает, пытаюсь я двигаться параллельно, дабы попадать по противнику. Локи вкатывается в 0, и вот сейчас надо бы, конечно, было бы положить на него скребок, но я, конечно, слегка факаплю, потому что пытаюсь, концентрирую я свое внимание на положении Анейроса, чтобы по нему как можно лучше попадать. Плюс мониторю я Темпест и Мочалку, потому что у них может быть МЖД, и в связи с этим я довольно-таки поздно кидаю скребок на Локи, и теоретически он, конечно же, мог отварпать. Локи я ковырять больше не могу, потому что шансов у нас против него, ну, вообще никаких. Смотрю, какая мочалка, это арти-мочалка. Есть шанс, что она будет тонкой, но шанс такой, скажем, заоблачный, очень заоблачный. Кидаю сетки на Локи, держу на нем скребок и, скажем так, пытаюсь разобраться с тем, что сейчас происходит в гриде. Начали наконец пробивать мне армор, в связи с этим я начинаю покручивать репочкой, кидаю дис на старт, скребок держу на Локи и начинаю отъезжать. Сейчас по-хорошему нам, конечно, шпилить Астарту, но мочалка, скажем, меня завораживает больше. И в продолжении данного видео будут попытки с горем пополам объехать Астарту и Локи, и либо МЖДшница на мочалку, либо подъехать к ней, поэтому начинаю сейчас раздамаживать Астарту, но, как мы видим, я отъехал от ганга в сторону, чтобы не ехать через него, и потихоньку закручиваю свой Найтмар в сторону мочалки. Видимо, что сейчас на меня набегают, так что начинаю я двигаться от противника на случай, если Астарта заточилась и поставила, не знаю, там себе 3 сеточки, а это будет очень печально, скорее всего это будет для нас концом, поэтому я сейчас отбегаю от них и вновь начинаю потихонечку поворачивать к мочалке. Падает на меня пачка дронов, и, судя по всему, основной дамаг, который я сейчас получаю, именно с этой пачки дронов. Поэтому с дронами нам нужно потихонечку начинать расправляться, иначе они попросту сожрут всю пасту в моей репке. Видимо, что наконец я смог отбежать Астарту, до сих пор держу на ней дис, и, естественно, до сих пор ее раздамаживаю на случай, если мочалка куда-нибудь пропадет и нужно будет что-то убивать, и, конечно же, Астарта раздамаженная будет хорошим таргетом. Наконец я вспоминаю, что надо все-таки зарядиться на оптимал, потому что трекинг, ну, совсем плохая идея, и начинаю праймерить дронов. Перезаряжаюсь на скорчи, потому что мочалка в оптимале уже, и начинаю потихонечку заезжать в мочалку. Диз сейчас я со старта сниму и буду уже дизом принимать мочалку, потому что она все-таки куда более для нас вкусный таргет, как я уже и говорил. Ковыряю дронов, армор я стараюсь поддерживать себе на половине или даже меньше, потому что, ну, надо бейтить противника, потому что иначе он попросту отварпает, поэтому бейчу противника, подъезжаю к мочалке, уже у нас дистанция камфлагов, так что заряжаю я камфлаги, сейчас буду пытаться выстроиться и вижу, что мочалка прожимает МЖД. Нажимаю я прочь, пытаюсь я здесь гретым скрамблером ее поймать, но, увы, мне не везет, не хватает мне 2 километров, и алайн у меня плюс-минус на мочалку, так что я жду 2 секунды буквально, корректирую алайн в сторону нее и прожимаю МЖД. Нагретый дис, и сейчас я толком уже ничего не делаю, просто спамлю гретый дис по мочалке, чтобы она не отварпала, и мочалка попадается под наш гретый дис. Мув у мочалки был просто отвратительный, потому что мало того, что она МЖДшнулась не куда-то в пачку своих ребят, которые могли ее прикрыть, а она МЖДшнулась попросту в космос. Плюс очень далеко от елки. То есть сейчас, если на елку начнут наварпывать логисты, то им придется топить километров, наверное, 150, чтобы оказаться в клазе у этой самой мочалки и откачать ее. Двигаюсь я, потому что заметил, что мочалка по мне попала, пасты у меня давным-давно уже нету, ее хиты для меня очень болезненные. Так что попытался здесь на МВД как-то сохранять трансверсал, но при этом понял, что камфлагами я сохранять трансверсал толком не попадаю, поэтому сейчас то, что вы видите на экране, это попытка выстроиться так, чтобы дамажить эту самую мочалку. Темпест на самом деле сейчас находится очень плохо, я давным-давно не контролировал, прожимал он МЖД или нет, он от нас в 100 километрах, то есть теоретически он может сейчас МЖДшнуть прямо на нас, и это будет для нас очень плохо. Наконец я откачиваю себе
неплохую пачку армора, которая будет моим буфер-танком, и начинаю перезаряжать репку, потому что крутить репку без пасты это не очень хорошо в плане того, что расходуется уж очень много батареек. Здесь потапливает какой-то гармур, я естественно не перекладываю на него поинт и пытаюсь его срезать. Трекинг у Найтмара отменный, поэтому видим, что попал я один раз. Попал я наконец второй раз с армора и, ну да, естественно понимаете, что гармур здесь отварпает, увы. Но на хуле вот он остался, были, конечно, шансы его тоже убить. Но дис с мочалки я снимать не хотел, потому что в моем понимании мочалка сейчас должна очень желать от нас убежать. Снова мочалка по мне неплохо так попала, поэтому вновь я пытаюсь танковать на трансверсале и перезаряжаюсь вновь на камфлаге, потому что оказался я уже близко от мочалки и пора вливать в нее наш дэмэдж. Смотрю я на свое МЖД и понимаю, что МЖД у мочалки-то уже откатилась. И учитывая то, что, как вы видите, мочалка стоит в разгоне на станцию, если я сейчас зафейлюсь и дам ей МЖДшник, то она уже инста отварпает. Поэтому начинаю я аккуратненько набегать к ней в клосс, пытаясь при этом ее дамажить и не позволять мочалке дамажить меня. И кладу на нее скрамблер. К нам наконец подъезжает Локи, но я думаю, все прекрасно помнят, что это за Локи, и прекрасно понимают, что этот Локи абсолютно безобиден для нас, потому что не дамажит он, конечно, нас скрамбит, но какая нам разница, скрамбит он нас или нет. Снимаю я сейчас дис с мочалки, кладу дис на Локи. Учитывая все это, если мочалка погибнет, то я буду держать Локи, и Локи попросту не сможет отварпать. Здесь мы видим, что мочалка у нас слегка из-под скрамблера-то уходит, так что нагреваю я скрамблер и подъезжаю ближе. Сейчас я постараюсь задержаться в километрах 5 и двигаться с равной скоростью относительно мочалки. Это позволит мне попадать, плюс не позволит мочалке из-под меня вытопить. Видим мы, что мочалка у нас еще и репается, по крайней мере только что я заметил какую-то откачку, не знаю. Странная мочалка, видим мы, что довольно много плит, плюс была какая-то странная откачка, в общем, странные местные ребятки. Ну что ж, держу я скребок на мочалке, на всякий случай его грею. На самом деле я тут очень устал, то есть довольно напряженный бой, решил просто бросить скребок пока что в перегреве, дабы не мониторить дистанцию до мочалки. Вижу я, что тут точно, что я задержался, что у мочалки неожиданно не появилось какой-нибудь МВД, и выключил перегрев скребка и уже начал перезаряжаться на трекинг. Хотя по мочалке я в принципе попадаю, но почему нет? Почему бы не перезарядиться на трекинг? Мочалка почему-то выпрыгивает, точнее пот выпрыгивает из мочалки, но не буду же я ее брать, я думаю, это нереально, пытаюсь здесь ее полутать, при этом удерживаю Локи, плюс кидаю дронов на Гарпию. И сейчас, перезарядившись на мультике, буду убивать Гарпию, потому что оказалось она довольно близко к нам. Перезаряжаюсь на мультике, начинаю убивать Гарпию, плюс кидаю на нее хэви нитрик, чтобы попросту ее остановить. И здесь я выключил дис, специально снял его с Локи, чтобы перекинуть на Гарпию, но попросту не успел перекинуть на Гарпию, потому что та взяла да сдохла. Ну что ж, и продолжаем мы наше героическое убийство Локи, который убиваться не хочет. Стоит отметить, что батареек у меня в карго почти не осталось, так что я уже понимаю, что скорее всего не смогу убить это Локи, плюс появилась торнадка. Скорее всего это арти-торнадка, поэтому, учитывая малое количество батареек, она заставит нас не кисло так репаться, перезаряжаюсь на трекинг и тем самым доедать наши оставшиеся батарейки. Так что если торнадо окажется очень близко, то нам, конечно же, в итоге придется МЖД по торнадо и попытаться убить торнадку. Нейтрить я Локи не могу, а это говорит о том, что Локи может беспрепятственно репаться и танковать нас, ну, по факту сколько угодно времени. Я, конечно, понимаю, что Локи, наверное, съела много батареек, но учитывая то, что мы не нейтрим и толком не дамажим, я думаю, что в принципе оно может репаться на капстале. Потихонечку торнадка по нам раздамаживаться, и замечаю я, что дамаг от нее проходит уже со 150 километров. То есть как только окажется она чуть ближе, она начнет не кисло так нам заезжать. Репаюсь я, пытаюсь сохранять какую-то дистанцию от Локи, чтобы попадать. Но, как мы видим, все не то чтобы плохо, но становится все хуже и хуже.
Лучше я Протеус, лучше наконец торнадку, а если я лучше торнадку, то это говорит нам о том, что можно в принципе на нее МЖДшиться, потому что мы инста ее затаклим и никуда она от нас не денется. Включаю я репку уже нон-стоп, потому что все-таки заканчивается у нас армор, это очень плохо. Кидаю виз на торнадку и пытаюсь здесь, сохраняя трансверсал от нее, чуть-чуть отъехать в сторону. После этого я остановлюсь и, возможно, торнадка будет по нам промахиваться, а мы будем по ней потихонечку попадать. Хорошо, нам попадать здесь не надо, потому что, скорее всего, это очень тонкая торнадо, и ничего оно с нами не сделает. Так что пытаюсь здесь шип стопнуть, кидаю иди с искрам и сетку на торнадку, полностью ее останавливаю. Перезаряжаюсь на камфлаге, чтобы хватало мне, не то чтобы хватало ДПС, а чтобы попросту, наверное, ваншотнуть ее. И как мы видим, с камфлагов заезжает у нее уже просто от души в 2 залпа. У нас уходит торнадка, 2 батарейки, пол армора, нужно кушать, нужно съесть батарейки 2, потому что попросту нет у нас капы. Пытаюсь я здесь дамажить по Протеусу, заметил я, что это рельсовый прот, это говорит о том, что он будет нас дамажить и что капу придется нам тратить на нашу репку. Посмотрел я, убедился, что батареек нет, и понимаю я, что надо заканчивать, потому что Протеус не давится. Грею АБ, выскакиваю и смотрю киллы, не было ли у кого-нибудь батареек, а именно не было ли батареек у Анейроса. И батарейки у Анейроса были, но они не упали. Так бы, если бы они выпали, то я бы сейчас прокатился бы, полотал эти батарейки и с удовольствием подрался бы с ребятами дальше, потому что в принципе все шансы у нас убить Протеус. Кидаю я джандронов и тем самым пытаюсь снизить по себе входящий ДПС. И начинаю аккуратненько, тратя капу исключительно на АБ, пытаться убить Протеус. Ну и я думаю, вы уже прекрасно понимаете, что убить я его не убью, так что ускорю я слегка видео. И посмотрите, как у нас не умирал Протеус, как приварпали 2 угорра в грид. И после этого уже шансов у нас на победу в этом бою осталось ровно 0. Так что на этом я закончил бой, выскочил из-под Протеуса, выскочил из-под Локи, посмотрел, продаются ли батарейки в этой системе и отварпал уже на станцию. В общем, довольно-таки напряжный бой. Очень длительный, я бы сказал, бой, потому что длился он почти полчаса. За это время в гриде побывали самые разные кораблики. Многие из них были для меня очень неприятны, но Найтмар в очередной раз хорошо показал себя. Конечно же, стоит отметить, что бонус на АБшку просто потрясающий, потому что ты можешь позволять противнику тебя скрамбить, и это никак тебя не останавливает. А в совокупности с МЖД отчасти ты попросту неуязвим. Если, конечно же, все делать правильно. Надеюсь, вам понравился этот бой. Еще раз простите, что это Найтмар, потому что, Баргес должен был быть Баргес, но думаю, Найтмарчик вам тоже нравится, особенно когда Найтмар убивает мочалки. Крайне редко удается убить фракционные батлы, но в этом бою мне действительно повезло. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и так как к видео с комментариями у нас в среднем набирается где-то 4000 просмотров, так что, ребят, мониторьте данное видео. Как только на нем наберется 4000 просмотров, я приступлю к съемкам нового видео. Так что смотрите, скидывайте друзьям, делитесь. Всем огромное спасибо и услышимся.